Всем привет, друзья! Это вводное занятие по кайтсерфингу и наш ученик Антонио Торы. Вот. Значит, что мы имеем? Имеем кайтборд, примерно 140-й, хороший размер для обучения кайт, семерочку, видите, здесь сильно. Чувак на двенашке. Ему, похоже, чуть-чуть туговато его подколбашивает. Но нам, наверное, семерки хватит. Вот пивот, ловись, пивот большой, маленький, пивот, ловись, большой, маленький, он не может пойматься. Ловит. Значит, ветер не очень пойму. Как правильно ловит кайт? Должен ловить, сажать и ловить кайт, это называется край ветрового окна. Видишь, счастливый райдер. Значит, правило, значит, кайт после того, как положили, надо поэтому вот хотя бы песком присыпать. Ну, ребята, не скажем, что лохи, ну, короче, упустите этому делу. Вот, первое, что, с чего начинается вообще кайтсерфинг, с выбора времени, места. Время мы смотрим по прогнозу, чтобы дуло на наши размеры кайта. В данном случае выбирать не приходится, дует на семерку, девятку, достаточно сильный будет еще раздувать. А место выбрано Латте Кита, обычно все катаются в Эль Медана, потому что дует с той стороны. А сегодня неправильный ветер, дует с обратной стороны, с юга. И как видите, все катятся сюда. Значит, чем еще примечательно это место, оно лучше, чем с той стороны, на самом деле, всегда бы так дуло. Здесь большой песчаный пляж, там вдали пляж для людей, там, видимо, не принято с кайтом, но кто-то там все равно тусуется. В общем, чуть-чуть там не как-то тусуется. Но не суть. Значит, важно, что здесь много песка и мало, вон там где-то в середине видно зонтики. Зонтиков они где-то там далеко. Надеюсь, что никто в них не улетит. Вот чем меньше препятствий на берегу, тем лучше. Потому что если вы полетите куда-то, одно дело где-то чуть камешек зацепить, другое дело полететь по зонтикам, строениям, машинам и так далее. И особенно, когда это камни. Вот там есть, видите, вдали, там даже если туда унесет, там тоже песочек, пляж, как-то там можно посадиться, умеете. Вот. Ну и сегодня здесь достаточно такая небольшая волна, практически нету. Несмотря на ветер, это очень хорошо для ученика. Еще, конечно, для ученика хорошо, когда большая отмель, но тоже это как бы не всегда бывает. Важно, что здесь ветер сайд оншор, он дует на берег, поэтому, что бы ни случилось, значит, вполне себе вероятность вернуться на берег и уйти в этом море. Против ветра в море уйти всегда сложнее. Поэтому мы выбрали это место. Ну что, приступаем. Вот наш мешочек с кайтом. Достаем кайт и надуваем. Обращаем внимание. У кайта есть так называемая передняя кромка. Есть таких моделей кайта. Есть задняя кромка, которая без баллона. Значит, мы всегда кладем кайт на ветер. Поэтому тоже баллоном на ветер. Вот, один держит, сам держат. И у хороших насосов здесь у нас ее нет. Значит, вот Антоний уже неправильно качает. Чтобы не открывать спину, мы качаем коленями, а не спиной. Спина прямая, мы приседаем. Вот так, да. Так тебе будет легче. Тяжелее коленям, но легче ты ее не сорвешь. Особенно, когда будешь качать большой кайт, у нас будет 155 килограмм. А, красавчик. Сами быстро справляются. Кайт целиком. Это современный кайт Blade. Квадратный, маленький, но надеюсь, что не хватит. Это надутое рабочее положение кайта, он перевернут ушами кверху, и вот так можно с ним ходить против ветра. Пляжу туда-сюда, вот попробую отойти вправо-влево, видишь, что это легко делается, тяги нет, ты можешь так его носить. Вот, все, отлично. Теперь мы можем отойти чуть-чуть снег прямо с нами. Я предполагаю, бачок к этой доске отходить. Да. И мы кладем кайт
надо перевернуть баллоном вниз. Вперед, одной рукой держишь, а второй поворачиваешь. Ну, кладишь его вот так. Чтобы он не улетал. Вот, чтобы кайт не улетал, мы его прижимаем доской. Лучше вот так прижимать. Обратите внимание, планка замотана крест-накрест, она так лучше как бы раскладывается, меньше запутывается. Поэтому кладем хвостик около кайта и важно, что очень удобно всегда раскладывать, есть пространство по ветру кайт, поэтому параллельно и не запутывались. Распутываем чекин-луп и кладем планку таким образом, так же как цвета строп на кайте. Если посмотреть, на кайт сейчас перевернут, когда он будет летать, слева будет желтое, справа черное. Поскольку он сейчас перевернут, планку тоже кладем перевернутую, смотрим на кайт, видим, что у него на левом сейчас справа желтое, и кладем желтое в направлении правого. Кладем все ровненько. И дальше идем, проходим все стропы, расходы. Если они были аккуратно сложены, они вполне себе легко расходятся. Бывает такое, что они после неудачных каких-то приземлений, они плохо там, сильно скручены, придется попотеть ему, да, и пару часов. Возможности строить их распутанными в хорошем состоянии, тогда нам меньше придется. Вот как сейчас они мне достаточно черненьким. Кайт, перевернутый, лежащий, присыпанный. Вот наша планка, лежащая по ветру. Обращаю еще раз внимание, и это важно. Если вы сомневаетесь, как правильно привязать, всегда лучше изыскать возможность разложить строп по ветру. Вы видите всегда, что у вас лево идет налево, правое направо, серединка в серединку, и ничего не запуталось. Потому что иначе по-другому это все будет. Вон даже, смотрю, учителя идут, с трудом тащат кайты. Вот, поэтому я не знаю, сегодня учиться немножко заморочено. Но мы сейчас попробуем поднять кайт, посмотрим, как он летает. Следующее правило: если вы давно не катались в своем оборудовании, а я давно не катался, особенно на семерке, значит, сначала испытывает кайт инструктор, потому что если что-то там не так, он справится. Нельзя свежепривязанный кайт, который долго не летал, давать ученику. Так, еще важная ситуация. Вот мы сейчас, конечно, пробрались тут в кучу смолу. В идеале, вот там есть место. Если вы не уверены в своих действиях, лучше отойти в более открытое пространство. Ну, естественно, вы там тоже никого не повредили, не было препятствий, как те люди сделали. Отошли, там пилотируют. Правда, они близко к зонтикам, но далеко от всех остальных. Вот. И еще раз обращаю внимание, всякие препятствия, в том числе гидрофолисты, которые выставили свои рога наружу, они потенциально опасны. Если здесь ученик полетит и брюхом налетит на этот карбон, будет очень неприятно. Поэтому, блядь, вот тоже либо нахер отгоните, при всем моем уважении к моим друзьям гидрофолистам, либо как-то отходите в сторонку. Мы сейчас будем запускаться. У нас есть 3 степени страховки. Вот эта чека, которая отстегивается от себя. Потом, значит, сначала планка отжимается, потом чека, потом вот эта последняя чека. Крайне об этом будет по безопасности отдельный урок. Ну что, ребят, я откатался отлично. Значит, он, правда, чуть-чуть, то ли мы не докачали, то ли он был подстуд, надо будет проверить. Значит, народ дальше собирается кататься. Ну
честно скажу, я катался на затянутой семерочке. Вот, и мне было ни хера не мало. Вот, на коротких стропах. Антошу я не могу запустить, потому что он меньше, килограмм на 15-20 меня весит, если не больше. И я просто побоялся за его жизнь. Вот, тем более ни шлема, ни жилет у нас с собой нету пока. Вот, люди некоторые на пятерках катаются. И я смотрю, им немало, нормально прыгают. Ветер кирпичами. Значит, один из главных уроков. Если вы переживаете своих учеников, то в такой ветер вообще лучше вот маленькую девочку там учат на маленьком кайте. Но не знаю, вот он висит, там дергается, как-то учат, без жилета, но в шлеме. И с рацией самого. Но я вижу, что ее дергает. Но, конечно, хороший экспириенс для тех, кто умеет. А кто не умеет, ну и нахер, как говорится. Мы сегодня просто прошли теорию, я покатался, все хорошо.